Ты чувствуешь его взгляд, но не знаешь, что у него в душе. Он рядом, но его чувства остаются загадкой. Любит ли он тебя сейчас или в его сердце уже нет того огня? Карты Таро помогут раскрыть правду. Перед тобой будет 4 варианта. Доверься интуиции, выбери свой. Приветствую всех, друзья! С вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний наш расклад подходит для любого мужчины, на любого мужчину точнее, из прошлого, настоящего или того, с кем ты общаешься сейчас, или даже того, кого ты не знаешь, но чувствуешь его присутствие в своей судьбе. Ты можешь смотреть этот расклад как гадание на 4 королей. Если хочешь понять, какой из них больше всего тянется к тебе и какие чувства испытывает. Кто он? Прошлый возлюбленный, тот, кто рядом сейчас, или человек, которого тебе еще только предстоит встретить. Какая судьба соединит вас и что он испытывает в эту минуту? Сегодняшний расклад даст ответы и поможет увидеть глубже, чем кажется на первый взгляд. Настройтесь на человека, на мужчину. Этот расклад больше для женщин. Можете выбрать один вариант, можете посмотреть все 4 на разные личности. Да? Если не можете определиться, поставьте на паузу, и тайм-коды я укажу на варианты ниже. А если вам нравится гадать по вариантам, то пишите в комментариях, и мы будем делать такие форматы с вами чаще. Но учитывая то, что вы больше любите у меня на моем канале смотреть общие расклады, то поделитесь своим отношением, как вам нравится больше общие или по вариантам, и в каком формате вам лучше, больше общих или больше раскладов или больше по вариантам. Ну и так, уверен, что вы настроились. Давайте где-то минут по 10, да, постараемся не больше, чем 10 минут на каждого, но может быть и быстрее. Итак, первый вариант. Смотрите, 9 кубков выпадает. Это говорит о том, что этот мужчина, вот, который в первом варианте, он такой, знаете, во-первых, он интроверт, он в себе такой, да, он не открытый. Это не душа компании. Хотя он может любить выпить, но любит выпить в одиночку. Ну, к примеру, да, то есть если он и где-то в компании, то одиночка или в узком кругу ограниченных людей, вот так, да. Этот человек больше такой для себя, эгоист. Да, он может похвастаться, да, он может рассказать, как у него все хорошо, но полностью открываться он не будет. Дополнительные карты выкладывать будем сегодня, и скажу так. По 9 кубков у вас этот человек как минимум не по старшему аркану вам открывается. То есть его развивать есть куда, но не так-то еще и много. И у вас до понимания с этим человеком, любит ли он вас на самом деле или нет, всего один шаг, всего один шанс, всего один ход. Этого хода вам может и не хватать. И вас с этим человеком, вас от счастья с этим человеком всегда отделяет один шаг. Вот так вот. Ну давайте уточняющую еще карту. По 9 кубков, знаете, человек такой закрыт в своем счастье, счастье для себя, больше эгоист. То есть если он и любит вас, то для каких-то своих целей. Для того, чтобы, может быть, порадовать где-то себя, где-то, может быть, свое самолюбие, или просто провести с вами хорошо время. Вот такая у него. Если это любовь, то она вот такая эгоистичная чуть-чуть. Ну окей. Ну и вот смотрите, рыцарь жезлов. Вот смотрите, вот первый мужчина — это хороший любовник. Он будет хорошо вас любить на расстоянии. Если сблизились и произошла какая-то интимная связь, но опять разошлись. То есть сблизиться и отдалиться. Вот такой формат отношений.
Причем, смотрите, рыцарь жезлов — это, знаете, как надраконить себя на что-то для того, чтобы получить кайф, да, то есть преследуя свою цель, этот человек будет получать собственное моральное удовлетворение, может быть, эстетическое удовлетворение. Поэтому любовь ли это в чистом виде? Он может любить вас для того, чтобы радовать себя, для эгоистичных целей. Давайте еще посмотрим просто уточняющую карту, что движет этим человеком, чтобы разобраться так больше. Ну, двойка кубков, видите, выпадает любовь. Ну, вот эта любовь, она эгоистичная. То есть, да, ему с вами классно, да, он любит вас, когда ему это нужно. Когда ему это нужно. Ну, еще одну карту. И четверка пентаклей. Знаете, и да, он и не будет вас, ну, он будет вас, знаете, как, что ли хочется, вот срывается сказать, использовать для того, чтобы хорошо, комфортно проводить время. То есть вы рядом с ним выглядите круто, но он, вот без обид, он использует вас как эскорт, как сопровождение именно для компании. Карта о любви. Но карта о любви в моменте. В моменте, когда вот его побуждает что-то, возбуждает. То есть вот эти отношения и эта любовь, она как импульсивная вспышка идет энергетически. Да? И если представить ваши отношения, то они идут по синусоиде. От пика до нуля и до провала. То есть этот человек о вас вспоминает, встречается с вами, любит вас в отношении больше сексуального характера, забывает и потом опять вспоминает. Вот такие вот отношения. Хочет ли он вас терять, готов ли он вас терять? Вряд ли по этой карте. Четверка все-таки пентаклей. Но это больше вот такой человек для компании, человек для поддержки женского, мужского здоровья. Да? Мужчины, кстати, тоже так могут гадать здесь вот в отношении женщины. И в принципе, ну, давайте так, что это за любовь, да? Это любовь по прихоти, по здоровью и по желанию, да? Это любовь на дистанции, даже если нету никаких сексуальных отношений, это просто человек, который проводит с вами время, вы ему нравитесь, он вас так любит, но вот здесь чем дальше, тем лучше. Вот у него вот такой девиз, и этот человек живет для себя. Как у вас, как вы чувствуете, почему здесь рыцарь жезлов? И смотрите, здесь ни один старший аркан не выпал. Да, есть чувство сближения, но и чувство отдаления рядом. И здесь огонь, здесь вода, здесь вода, здесь земля. И это земля, она, знаете, как... Да, вы друг другу дороги, но в моменте. Окей. Давайте настроимся. Вторая карта. И здесь семерка жезлов. Здесь человек просто к себе не подпускает. У вас или конфликты какие-то, или вы недораскрыли этого человека из-за конфликтов, или вообще просто не можете раскрыть, потому что у него какой-то внутренний конфликт. Этот человек закрыт в себе, и как бы, знаете, вот вы доходите до какой-то грани к этому человеку, и потом раз... и он вас отталкивает. Опять там. То есть где-то что-то есть, какой-то замочек. Вряд ли это игра. Это именно семерка жезлов. Это не пятерка. Да? Если бы пятерка, я бы сказал, вы играете друг с другом. Здесь нет. Здесь вот именно вот у меня такое ощущение, что он вас не впускает в свой собственный мир. И рядом, смотрите, девятка, кстати, кубков. А девятка кубков — это тоже такая обособленность в своем комфорте. Да? Ну, давайте еще уточняющую карту. Во всяком случае, пока он вас не подпускает. Или уже не подпускает. Да? То есть уже какое-то есть. Или пока еще есть, или уже какое-то есть, да, отталкивание. Но смотрите, здесь все может еще пока измениться с этим человеком. И здесь нужно смотреть по ситуации. Сейчас пока не подпускает. Если это новый человек, пока не подпускает. Если это бывший человек,
у вас может все измениться. Давайте уточнять дальше. Куда оно движется, какая тенденция здесь и как оно может быть. Такое немножко потоковое чтение, да, но по вариантам. Знаете, здесь есть дурак. И здесь есть старший аркан. Вот здесь вот давайте посмотрим. Пока что у вас даже есть отталкивание. И тут от любви до ненависти может быть всего, условно говоря, один шаг, один толчок. Да? Давайте посмотрим. Дурак, ну, во всяком случае, может, пока вы еще друг друга не понимаете, не знаете, может быть, не так интересны. Может быть, какие-то хаотичные силы, которые вокруг вас кружатся, да, и вы вот просто еще не сформированы. У меня вот такое ощущение, что вы в каком-то не сформированном потоке вот по второму варианту находитесь. Давайте дальше еще посмотрим. Еще такое может быть здесь соперничество, что ли. Вот смотрите, если на мужчину гадаете, может быть, есть женщина-соперница, может быть, у мужчины соперник, да, по отношению к нему. Этот человек может полюбить вас, может, вот здесь вот любовь, но он или полюбит вас после того, как вы разойдетесь, или еще не полюбил вас, потому что еще не сформирован духом, как бы не оживлены эти отношения. Вы еще друг друга не прожили, не притерлись, давайте вот так скажем. Да? Вот идет какая-то вот здесь притирка, и тенденции к тому, что может все измениться к лучшему, они есть. Двойка пентаклей. И здесь вот смотрите, двойка и семерка, они дают девятку, они дают старший аркан отшельника. А отшельник это мудрость, а мудрость это союз. Всегда. То есть здесь могут быть даже семейные отношения, поэтому давайте я вот так скажу. Здесь человек пока непредсказуемый. И даже не то, что человек непредсказуемый. Здесь сами отношения пока непредсказуемы. И они могут взорваться или как бы даже не взорваться, а внезапно вот как-то так легко раз и двери открылись, и вы уже в зале для бракосочетания. Ну, условно говоря, или на лужайке для бракосочетания, да. Поэтому здесь вот, знаете, идет почему-то у меня в этом раскладе он очень оптимистичный, и у меня такое ощущение, что этот человек может полюбить вас по-настоящему. Да, и еще, кстати, пришло сейчас, возможно, даже вы еще не осознаете, что вы можете этого человека полюбить по-настоящему. То есть я бы обратил внимание на второй вариант. Или это любовь уже к человеку, который ушел из вашей жизни, и вы его никак не можете забыть. И шанс того, что каким-то образом все еще сохраняется, что все еще он может как-то быть вместе. Может быть, это какая-то такая там духовная любовь. Или ваши отношения стоит развивать. Даже если вы сейчас там притираетесь со скрипом, достаньте смазку, да, в конечном итоге. Окей. Хорошо. Ну что ж, вариант номер 3. Видите, у нас где-то по 5 минуток на каждый вариант и выходит. Окей. О, а тут, смотрите, а тут прям перспектива. И может быть вы пока к этому мужчине спиной, да, и он за вами. Может быть вы за ними, и он спиной. Вот такие вот отношения, как бы обнадеживающие, как бы, или мужчина говорит, давай подождем, оно будет развиваться, обещает вам, или вы ему обещаете, чувствуете, да? Но давайте посмотрим, какая здесь перспектива. Как минимум, здесь есть у меня такое ощущение, есть лидер и есть ведомый в этих отношениях, да, и здесь может быть и женщина лидера, мужчина ведомый идет, да, за ней, и мужчина может вести, а женщина за ним идти. Тут уже смотрите общий расклад. Конечно, желательно смотреть на личных раскладах, да, и, ну, вы смотрите, насколько вам резонирует эта техника, моя энергия, эти карты и так далее. Окей. Тем не менее, я бы сказал так, торопиться выскакивать из этих отношений не стоит. Отношения потенциально перспективные. То есть может открыться любовь в будущем. Смотрите, карты какие выпали, да?
А какая тут любовь, вы спросите? Если уже влюбленные выпали и двойка, хватает карт о любви. Может быть солнце, может быть жрица. Да? То есть такая. Посмотрим. Как обещание перспективы есть. Окей. Может он обещает вам что-то или вы ему. Здесь Паш Пентаклей. Здесь это хороший шанс. Драгоценный шанс. И вам этот человек пока что может быть интересен, как вот знаете, с материальной точки зрения. Вы на него смотрите, но вы в нем еще пока не замечаете каких-то деталей, ноток, акцентов, тонов, полутонов, красок, полукрасок, да, каких-то ароматов, да, вот материальный мир. И, ну, я не знаю, насколько у вас там фертильность, да, ваша там ребенок. Здесь есть какая-то наивность, но здесь прям ребенок есть. Это вот прям карта, отвечающая за ребенка. Если хотите ребенка от этого мужчины, надо смотреть дальше, да, его более глубоко, этого короля. То есть человек постоянно дает вам шанс, вас обнадеживает. Вы как бы идете друг за другом. Ну окей, ну идете и... Здесь 4 жезлов, а здесь прям семья. Смотрите, как круто. Прекрасно. Но мы о чувствах, о любви. Так я вам скажу, у него 3 жезлов и 4 жезлов. То есть чувства к вам у этого человека медленно-медленно растут. И вы друг другу, если здесь даете какие-то шансы, намеки, подыгрываете, да, друг другу, то здесь оно и развивается гармонично. То есть здесь может быть любовь. Здесь вы о любви этой, может быть, еще пока даже не догадываетесь, но в намерениях они где-то живут. Да, вот такое, здесь такая призрачная ситуация. Но прекрасная карта, то есть эта карта может привести вас в семью. И здесь она уже или может быть эта семья и любовь, это вот она развивается тогда, как горение дров в очаге, как домашний очаг. Тогда это уже есть семейная пара. Ну, может, вы на мужа на своего смотрите, да? Любит ли он вас? Ну, тогда это горение семейного очага. Вы скажете, а при чем тут дрова? Ну, может, в дрова превратили свои отношения? Тогда нужно разжигать по-новому, да? Ну окей, давайте дальше смотреть, что здесь еще есть. Ну и здесь новый паж, да, то есть смотрите, через пажи идем, да, через детей, да, через наивность. Это отношения, которые имеют место возродиться, переродиться в что-то новое. Здесь может быть любовь снова. Это о хорошо забытых отношениях или об отношениях, которые вошли в какую-то долговременную фазу. Да? И здесь вполне может быть еще любовь, которая появится, даже если вы ее не замечаете сейчас. Как будто бы этот человек спиной к вам повернулся, и вы ее не замечаете. Да, вот так он стоит, повернулся как-то, и вы не видите. Но вы ее можете увидеть или через детей, или через возможность иметь детей, или через возможность видеть друг друга по-другому. Вам вообще в этих отношениях не хватает легкости. Чем легче будут эти отношения, тем больше шансов на то, что любовь здесь может быть проявиться. Поэтому очень хороший, обещающий, очень хороший потенциальный партнер, обещающий партнер. И здесь вы можете просто вот со временем, не торопясь, открыть для себя очень много теплых моментов. И можете найти эту любовь. Здесь этот человек может полюбить вас, а вы можете полюбить его, но в перспективе. Где-то, может быть, вам не хватает легкости и игры. Вот здесь вот игры не хватает именно. Если вы сможете выйти с отношений взрослый-взрослый на уровень ребенок-ребенок, ну, это такая вот как бы техника, да, где двое детей будет общаться. Возможно, вам обоим и будет легче. Поэтому здесь два ребенка может полюбить друг друга, и это будет такая вот чистая, структурированная любовь, да,
двух детей друг к другу. А это по-настоящему самая классная любовь, да, поэтому как бы пока что даже скажу так, из всех вариантов вот самый какой-то вот чистый и прозрачный поток у меня в третьем варианте, а вы поставьте на паузу после четвертого варианта и напишите, какой поток вам больше всего срезонировал и почему, я вам обязательно поставлю сердечко. Ну окей, интересный сегодня такой расклад, мне аж прям понравился. Что там в четвертый? Ой, а здесь разбил вам сердце этот человек. Вот давайте выяснять. Здесь что-то была какая-то такая прям... У меня такое ощущение, что была любовь, но кто кому разбил сердце. Ну, по этой карте, как вы ему могли разбить сердце, так и он к вам. Тут уже смотрите по ситуации. Любовь была. Вот давайте смотреть. Любит ли он вас, да, или нет? Уточняем. Ой, здесь прямо сейчас дистанция, закрытость и, знаете, как бы идет страдание. Идет, у меня такое ощущение, что идет какая-то прямо переоценка ценностей, переоценка смыслов, переоценка видения этих отношений. У вас сейчас вот с этим человеком, по идее, дистанция. И даже вот если у вас была пара, и вы такие, знаете, прожили долго. Как долго? Ну, вам, во всяком случае, так показалось. Может, вы прожили 20 лет, и вам долго показалось. А может быть, прожили год, и вам долго показалось. Вот это вот долгие отношения. И здесь, смотрите, троечка и девяточка, 12 повешенный, вам больно капец как, очень сильно. Да? То есть вы очень сильно страдаете. И даже вот сигнификатором этих отношений может быть потеря здоровья, как сердечного, так и физического. Да? То есть у вас там... головные боли в позвоночнике, что-то может быть, да, в сердце, желудок. То есть, ну, общая дисгармония на физическом, на уровне здоровья, да, вот здесь она есть, может быть. Смотрите, здесь какой-то, знаешь, как бы надежда на исцеление в этих отношениях. Любил ли он вас? Да. Любили ли вы его? Скорее, да. Тут, знаете, как у меня такое ощущение, что здесь оба страдают. Обоим плохо, не только ему. Ну, так. И здесь иерофант, смотрите, идет прямо, смотрите, 9, 5, 14, идет. Здесь две родственные души страдают. Здесь он вас любил, а сейчас идет внутренний диалог, избавление от чувства вины какого-то. Человек себя винит сейчас. Он даже, вот я вам так скажу, может быть молится, может быть там в церковь ходит, может к шаманам. То есть у него идет, у этого человека душевная трансформация, особенно у мужчины. Может ли у женщины тут это быть? Да, это общий расклад, но концентрация здесь по мужским картам все-таки. Поэтому мужчина здесь, он здесь вот страдает, ему больно, он переживает очень сильно. И он, знаешь, он даже мог любить раньше, не осознавать этого, а сейчас он это начинает вот через вот эту вот через этот катарсис, да, вот, ну, назовем это катарсисом, да, хотя катарсис это боль через облегчение. Мы сейчас посмотрим, он как бы даже и пытается эту боль, ну, как бы от себя отстранить, да. Ну, вот он, да, вот он может ездить там по всяким священным местам, да, какие-то паломничества, то есть он вот такой вот одиночка стал. Хотя, может быть, и не был таким, не был. И это вот уже, скорее всего, вот это мы смотрим последнее, это больше зрелые такие отношения, где уже люди за 30 туда, да, за 40 туда, за 50, больше за 30 и скорее за 40, чем за 30, да. Вот это вот очень зрелое отношение. Или если вы были там 30-20, да, условно, ну вы как две взрослые родственные души здесь были. Поэтому вам и больно было так. Ну, у меня правая рука начала чесаться. Это о чем буду здороваться, да? И деньги считать, да? Не, это левая деньги считать, правая здороваться. Напишите, я буду здороваться или деньги считать. О, ну что еще здесь? Да, здесь прям как будто бы брак с правосудием. Любил ли этот человек вас? Да, любил.
по-настоящему, но не осознавал. И сейчас он приходит к этому осознаванию. И вот этот сам процесс прихода к осознаванию и есть вот этим катарсисом, и для него правосудием, и для него же и расплатой. Понимаете, он так расплачивается сейчас. То есть Бог ему судья здесь, кстати. Высшие силы, вот здесь Иерофант, вот он в эту церковь и ходит. И вот он как бы вымаливает, что ли, прощение, грехи перед высшими силами. Да, это больше такая вот как бы прошлая любовь, и она о очищении, каком-то процессе очищения. А вот теперь, друзья, кто досмотрел до конца, вам вот высшие силы, бонус на каждый расклад по подсказке. Просто совет по каждому партнеру, по каждому королю. Вот такой экспресс совет, подсказка высших сил. И на этом мы с вами и закончим сегодняшний расклад. Давайте подсказка номер 1. Смотрите, десятка кубков. Здесь вот такое вот, помните, я говорил, он за шаг до счастья. Любит ли он вас? Да, но все-таки эти отношения лучше сохранить в независимом формате на дистанции. Или такой гостевой брак, гостевой союз. Здесь можно быть счастливым, но на дистанции. И если эта цель у вас, у обоих такая, то вы можете быть счастливы в этом формате. Здесь хорошие отношения для двух эгоистов, я бы так сказал. Вторая карта, здесь девятка пентаклей. И вот здесь вот очень дорогой человек, очень дорогой союз. Поэтому к этому союзу стоит притереться. Имеет смысл, и игра стоит свеч. Здесь союз двух родственных душ, друзья. Душ родственных именно. Ну и последняя карта с катарсисом. И здесь туз пентаклей. Помните о том, какой бы ни был расклад и что бы вам ни говорили Таро, есть шанс. И шанс всегда можно и нужно использовать. А пентаграмма света всегда поможет вам. Этот расклад Таро поможет узнать, что он чувствует к вам прямо сейчас. И его сердце полно любви или сомнений. Он тоскует или отдаляется, строит планы или боится сделать шаг. Все это вы здесь можете почувствовать. Ну а если вы не смогли почувствовать, то настройтесь на личный расклад и посмотрите в индивидуальном формате. Контакты вы всегда сможете найти на экране или в закрепленном комментарии в описании под настоящим видео. Мир вам и вашим мирам. Берегите себя. Любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи, і все буде добре. От побачите. До зустрічі і па-па. Побачимось.